Здравствуйте, друзья! В этом обзоре я расскажу про самый большой геометрический гаджет из моей коллекции Xiaomi, которая на данный момент составляет порядка 50 устройств. Речь пойдет об очистителе воздуха Xiaomi Mi Air вторую версию, в задачу которого входит удаление мелкодисперсной пыли, вредных частиц PM2,5. Я довольно долго приглядывался к этому устройству. Подкупала, во-первых, достаточно демократичная, как для такого класса устройств, цена, на уровне совершенно неизвестных мне производителей типа ZeNet, Steba и прочих, которые присутствуют в местных магазинах, и в разы дешевле более продвинутых моек воздуха, цены на которые начинаются примерно с $500. Принцип работы этого устройства состоит в том, что вентилятор прогоняет воздух через специальный HEPA-фильтр, очищая его таким образом от мелких частиц пыли PM2,5. Про вред этих частиц написано много статей. Например, умные китайцы, которые давно поняли, какую опасность представляют собой эти частицы, давно следят за их уровнем в атмосфере, как за прогнозом погоды. Немножко подробнее. PM2,5 – это твердые частицы размером менее 2,5 микрон. Их диаметр в 30 раз меньше, чем диаметр человеческого волоса. К ним относится смесь частиц пыли, золы, сажи, а также сульфатов и нитратов, находящихся в взвешенном состоянии в воздухе. Именно эти вещества вызывают помутнение воздуха, типичное для центров крупнейших мегаполисов. Частицы PM2,5 способны забираться глубоко в дыхательные пути и оседать в легких. Вдыхание этих частиц может вызвать раздражение глаз, носа, горла или легких, а также приступы кашля, насморка и удушья. Но этим не исчерпывается опасность их воздействия. Норма концентрации частиц PM2,5, установленная Всемирной организацией здравоохранения, 25 микрограмм на кубический метр. Превышение этой нормы может нарушить нормальную работу легких и вызвать развитие многих опасных заболеваний, таких как рак легких, инфекции дыхательных путей и сердечно-сосудистые заболевания. По данным доклада, опубликованного в США в 2010 году, частицы PM2,5 повинны в преждевременной смерти 7311 тысяч жителей Калифорнии ежегодно. Купил я этот очиститель на очередной флеш-распродаже, которая проходила в начале апреля. Получился он мне с доставкой $156.53. Ссылку на товар я оставлю, как обычно, в описании под видео. Также я рекомендую заглядывать на русскую версию магазина Gearbest. Там зачастую цены бывают гораздо дешевле, даже чем с купонами или распродажами. Доставка. Доставка прошла практически в штатном режиме, как и все остальные посылки. Разве что чуть-чуть дольше обычного посылка зависла в сортировочном центре службы доставки. На всякий случай я позвонил на горячую линию, и в тот же день посылку привез на дом курьер. Коробка получилась весьма немаленькая, высотой 58 см. На этой картинке я для масштаба рядом поставил обычную табуретку. На коробке имеется наклейка, из которой можно почерпнуть информацию о габаритных размерах 29 на 29 на 58 см, максимальной потребляемой мощности 31 Вт, весе в 6,2 кг и рабочем напряжении от 100 до 240 вольт. Эта картонная коробка, в отличие, например, от потолочного светильника Ye-Light Selling Light, где внутри была еще одна белая красивая упаковка, для очистителя является единственной и основной. Внутри под крышкой находится пенопластовый уплотнитель и само устройство. Размеры очистителя без коробки. Высота 52 см. Квадратное его сечение имеет длину стороны в 24 см. Нижняя часть корпуса имеет перфорацию, множество отверстий, через которые происходит забор воздуха для очистки. А в верхней части находится вентилятор, занимающий практически всю площадь поверхности, который обеспечивает тягу и выброс очищенного воздуха вверх. Также в верхней части находится кнопка управления устройством. В верхней части фронтальной поверхности имеются индикаторы режимов работы устройства: авто, спящий режим и избранные. На правой и левой стороне также находится перфорация, но занимающая несколько меньшую площадь, чем на фронтальной части. На тыльной стороне находится съемная крышка, которая открывает доступ к внутреннему отсеку с воздушным фильтром. Над крышкой находится кнопка для сброса фильтра, имеется в виду сброс его состояния до 100% при установке нового, и крышка, за которой находится датчик пыли, который периодически также нужно чистить. Устройство очистителя.
При транспортировке во внутреннем отсеке, кроме воздушного фильтра, еще находятся инструкции и кабель питания. На внутренней стороне крышки на китайском языке, но с понятными картинками, изображен процесс замены воздушного фильтра, а также чистка датчика пыли. Диаметр воздушного фильтра составляет 20 см. Фильтр имеет форму бочонка, с одной стороны есть дно. Высота фильтра составляет 30 см. Фильтр имеет многослойную структуру. Вот так выглядит наружная часть крупным планом, наружная часть синего цвета. Внутренняя часть черного цвета. Кабель питания серого цвета. Длина 6 футов, что составляет примерно 1,8 метра. Вилка, как это водится у устройств Xiaomi, тройная, тип И, китайско-австралийско-новозеландская, так что для установки в евророзетку придется найти переходник. Зато с другой стороны кабеля относительно стандартный тройной разъем, часто встречающийся, например, при подключении к блокам питания ноутбуков. У меня в загашнике тоже нашелся подходящий кабель. И этот кабель отлично подошел к очистителю, избавляя от необходимости менять вилку на родном кабеле. Хотя лично мне надобности в этом нет, так как благодаря удлинителям от Xiaomi, используя которые мне не надо задумываться о том, подойдет вилка или нет, я могу включать этот кабель напрямую. При обычной работе в автоматическом режиме и в режиме сна вращается вентилятор во всех режимах, кроме режима выключено. Шум двигателя и вентилятора совершенно не слышно. Кстати, если посмотреть изнутри, то видно, что вентилятор сдвоенный. Когда повышается концентрация пыли в воздухе или при принудительном включении в форсированный режим, слышен шум воздуха, в максимуме сравнимый с работой робота-пылесоса, только преобладает шум воздуха, а не шум двигателя. Программное обеспечение. Для работы с очистителем нам понадобится все то же приложение Mi Home. После включения устройство автоматически определяется и подключается к системе. Сам процесс подключения стандартен, и я описывал уже его много раз. Скажу только, что в общем списке устройств приложения Mi Home в режиме отображения сеткой, которое я называю пульт дистанционного управления для умного дома, в квадрате очистителя отображается информация об уровне загрязнения. 600 единиц PM2.5 – это я его не в цементном цеху поставил, такое значение было из коробки. Внешний вид плагина управления. В зависимости от режима работы отображается либо статус выключено, либо количество PM2,5, а в спящем режиме фон становится синего цвета. Прокрутив ниже, можно увидеть температуру и влажность, оценку комфортности климата и качества воздуха, количество дней до замены фильтра и местоположения. Также там содержится информация по количеству очищенного воздуха. Меню содержит настройки, инструкцию по работе, сброс фильтра, оповещение о некорректной работе очистителя, звуковое сопровождение действий, уровень яркости или отключение светодиодов. Имеется возможность отключить аппаратные кнопки от детей и управлять устройством только из приложения. В меню дополнительных настроек можно переименовать устройство, дать к нему доступ с другого Mi аккаунта, определить комнату, в которой оно находится, включить или отключить иконку в тре, проверить обновление и так далее. В сценариях устройство может работать как условие, здесь опции не переведены. Первая пара опций – это влажность, менее чем и более чем заданное значение. Вторая пара – это количество обнаруженных частиц PM2,5, менее и более чем заданный предел. В качестве действия можно задать включение, выключение, переход в спящий автоматический режим или режим избранное. Режим избранное. Он позволяет вручную установить интенсивность очистки воздуха в зависимости от площади комнаты. Регулируется от минимума от 1 до 4 квадратных метров и максимум 34-37 квадратных метров. Потребляемая устройством мощность от 1,5 Вт в дежурном режиме до 28 Вт в режиме полной мощности. Это режим избранное 34-37 квадратных метров. Работая в автоматическом режиме, мощность регулируется в зависимости от степени загрязнения. Плагин можно русифицировать. Ссылку на русифицированные плагины я приведу под описанием этого видео. Работа очистителя. Очиститель работает у меня уже более недели в автоматическом режиме.
В сценариях умного дома прописан переход в спящий режим в 22:30 и выход из него в 6 утра в будни и в 8:30 в выходные дни. Также очиститель автоматически отключается при открытии окна, реагируя на датчик открытия. На загрязнение реагирует адекватно. Когда я расширял углубление для подрозетника, чтобы установить очередной выключатель Акара, что подняло пыль, он отреагировал на это включением очистки на повышенной мощности. По состоянию на это время израсходовано 5% фильтра. Очиститель проработал почти 150 часов, что равнозначно нахождению в каком-то китайском лесу в течение более 6 дней, и очистил 5585 кубических метров воздуха, которым можно наполнить почти 2 воздушных шара. Внешне по фильтру за это время совершенно не видно каких-либо следов использования. Стал ли воздух чище? По крайней мере, по показаниям очистителя, да. С уровня в районе 40-50 PM2,5 в начале работы, сейчас среднее значение примерно 10-15 PM2,5. Стало ли меньше пыли по состоянию мебели? Не особенно заметно, пыль как примерно была, так и осталась. Субъективно стало легче дышать, хотя это может и эффект самовнушения. С другой стороны, постоянно работающий вентилятор перемешивает воздух в комнате, и при интенсивной работе становится заметно прохладнее. На этом я буду завершать свой обзор. Разве что добавлю, что с системой Domotics устройство не работает, но это и не надо. Очиститель работает в автоматическом режиме полностью. Я только добавил отключение при открытии окна. Надеюсь, обзор был интересен и полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще много интересных и полезных обзоров. До свидания.